Иран опечатывает и минирует хранилище урана. Тегеран опасается, что США проведут операцию по их захвату. Мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном все ближе. Премьер-министр Пакистана обещает, что ее подпишут в течение 24 часов. Уходя, директор нацразведки Тулси Габбард опубликовала доклад об украинских секретных лабораториях. Без доказательств и с грубыми географическими ошибками. Максимум 20 литров бензина на руки. В Москве и Санкт-Петербурге ажиотаж на заправках. США ликвидировали главу венесуэльского картеля Трен де Арагуа. 4-1 сборная США обыграла сборную Парагвая на чемпионате мира по футболу. Фанаты ликуют. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Иран объявил даты прощания и похорон бывшего верховного лидера страны Али Хаминеи. Как сообщили государственные СМИ, траурные мероприятия начнутся 4 июля в Тегеране, а похороны состоятся 9 июля в городе Мешхеде, где он будет похоронен у мавзолея имама Риезы. Али Хаминеи погиб в феврале в ходе ударов США и Израиля по территории Ирана. Его смерть положила конец более чем 30-летнему периоду руководства Исламской Республикой. После гибели Хаминеи новым верховным лидером страны был назначен его сын Моджтаба Хаминеи. Изначально церемонии прощания были отложены по соображениям безопасности. Иран в последние недели резко усилил меры по защите своих запасов высокообогащенного урана, замуровав подземные тоннели и установив взрывные мины у входов в хранилище, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке. По их данным, такие шаги значительно усложнили доступ к примерно полутонне материала, который ранее рассматривался как потенциальная цель возможной спецоперации. Источники отмечают, что теперь извлечение урана стало гораздо более опасным и технически сложным, а часть объектов фактически превращена в укрепленные зоны с ограниченным доступом. Если эта информация верна, это, безусловно, усложнит извлечение высокообогащенного урана, заявил Скотт Рекер, возглавлявший Управление по изъятию ядерных материалов Национальной администрации по ядерной безопасности с 2017 по 2021 год. Это также может дать Ирану возможность запутать свои действия по соблюдению соглашений. Если переговорщики потребуют, чтобы Иран доставил весь запас в центральное хранилище для проверки и в конечном итоге для удаления или разбавления материала, это возложит на Тегеран ответственность за обеспечение доступа и предоставление полного перечня запасов обогащенного урана, сказал Рекер. Однако в этом сценарии я бы опасался, что Иран заявит о невозможности вернуть часть высокообогащенного урана, отметил Рекер. У нас не было бы полной уверенности в том, что Иран не сможет сохранить к нему доступ в какой-то момент в будущем. Тем временем СМИ сообщают, что переговоры между Ираном и США по будущему соглашению вышли на финальную стадию и могут быть согласованы в ближайшие дни. В центре внимания остается ядерный вопрос. Стороны, по данным источников, уже сблизили позиции по ключевым параметрам, включая возможный механизм обращения с запасами высокообогащенного урана, однако технические детали и порядок его реализации все еще прорабатываются. Помимо ядерного досье обсуждаются более широкие элементы возможной сделки, режим прекращения огня, безопасность судоходства в районе Ормузского пролива и поэтапное снятие экономического давления на Иран при выполнении им обязательств. При этом внутри самих стран продолжаются консультации, и окончательное политическое одобрение соглашения пока не подтверждено, несмотря на заявление о беспрецедентной близости к договоренности. А премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что мирное соглашение между США и Ираном может быть окончательно согласовано в течение ближайших 24 часов. Мы как никогда близки к заключению мирного соглашения. Ожидается, что его окончательное согласование может состояться в течение ближайших 24 часов, после чего Пакистан готовится к его электронному подписанию, а на следующей неделе последуют переговоры на техническом уровне. Мы хотели бы поблагодарить Соединенные Штаты Америки и Исламскую Республику Иран за их неизменную приверженность переговорному процессу, а также выразить искреннюю признательность нашим братьям в регионе за их поддержку. Мы уверены, что это историческое мирное соглашение станет прочной основой для долгосрочного мира. Жители Тегерана по-разному оценивают сообщение о возможном соглашении между Ираном и США, которое может быть подписано в ближайшие дни. Как передают местные СМИ, часть горожан выражает осторожный оптимизм и говорит о необходимости поэтапного подхода к договоренностям, тогда как другие сомневаются в возможности реального мира и заявляют о недоверии к Вашингтону и предыдущему опыту соглашений. Сейчас важно, чтобы мы могли продвигать соглашение поэтапно, а не так, как в прошлый раз с опытом иранской ядерной сделки, чтобы не быть стороной, которая действует первой.
Мы должны иметь возможность шаг за шагом продавливать свои требования в отношении противника. В любом случае, у войны противника есть свои конкретные структуры. На мой взгляд, возможность двигаться поэтапно – это достижение. Наряду с тем, чего мы добились на поле боя, дай бог, мы сможем добиться успеха и в дипломатии. Игры чемпионата мира могли повлиять, но, на мой взгляд, скорее это связано с сопротивлением иранского народа и тем, что они не добились успеха в войне, из-за чего и выбрали этот путь. Но я считаю, что наша бдительность очень важна, чтобы мы могли довести дело до успеха на этом этапе. Они считают, что ослабляют нас. Посмотрите, они нанесли удары по нашим командирам, по нашему лидеру. Они пересекли все красные линии. Нам не следует заключать соглашение. Мы говорили, что отомстим. Где наша месть? Мы должны отомстить. Сейчас мы все еще должны отомстить и уничтожить Израиль. И только потом все решится. Если Израиля не будет, Америка легче пойдет на соглашение. Я никогда не доверяю словам Трампа или его союзника Нетаньяху, который поджег Ближний Восток. Я никогда не принимаю их заявления, но в любом случае мы следуем словам верховного лидера. Мы никогда не нарушали своих обязательств, это делали они. И это может повториться. США могут снова отказаться от своих обязательств и соглашений. Но если они снова решат нарушить их и атаковать Исламскую Республику, ответ вооруженных сил Исламской Республики Иран будет еще более решительным и сильным, чем раньше. Иран попытался атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе дронами «Камикадзе». Об этом сообщило Центральное командование США. По данным американских военных, было запущено несколько беспилотников, однако силы США уничтожили все цели. В Центком подчеркнули, что движение судов через Ормузский пролив продолжается без перебоев, а один из важнейших торговых маршрутов мира остается открытым. Иран запустил несколько одноразовых ударных беспилотников с целью атаковать коммерческие суда, проходящие через Ормузский пролив. Вооруженные силы США за последние часы сбили все из них. При этом движение судов через пролив продолжается без помех. Международный торговый коридор остается открытым для транзита. Планируемое соглашение Трампа с Ираном стало горькой пилюлей для Нетаньяху. По данным Axios, президент США Дональд Трамп на этой неделе сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон рассчитывает подписать соглашение с Ираном в ближайшие дни, фактически сигнализируя о завершении конфликта. «Это и есть сделка. Это хорошая сделка. И пришло время заканчивать войну», заявил Трамп, по словам источника в администрации США. Сообщается, что разговор стал неожиданностью для израильского лидера, который ранее рассчитывал, что эскалация может привести к смене режима в Тегеране. В Израиле, по данным издания, опасаются, что соглашение позволит Ирану восстановить экономику за счет экспорта нефти, не добившись при этом ключевых уступок по ядерной программе. В то же время в Вашингтоне уверяют, что окончательные условия сделки пока не согласованы, а Израиль будет получать гарантии по вопросам безопасности, включая противодействие ракетным угрозам и действиям союзников Ирана в регионе. ООН заявила, что временные силы организации в Ливане продолжают фиксировать масштабную военную активность Израиля на юге страны. Речь идет о перемещении бронетехники, инженерных и демонтажных работах, а также интенсивном движении колонн снабжения. Временные силы ООН в Ливане продолжают фиксировать масштабную военную активность армии обороны Израиля в зоне своей ответственности. Эта деятельность включает интенсивное перемещение бронетехники, крупномасштабные инженерные и демонтажные работы, а также постоянное движение колонн снабжения. Накануне УНИФИЛ сообщила об интенсивной воздушной активности с участием боевой авиации и различных беспилотных систем по всей зоне операций. Миротворцы зафиксировали 72 нарушения воздушного пространства Ливана со стороны израильской армии общей продолжительностью более 110 часов. За прошедшие сутки истребители Израиля нанесли 8 авиаударов в зоне ответственности ЮНИФИЛ. Миротворцы также зарегистрировали 531 траекторию полета боеприпасов. 526 были выпущены с позиций израильской армии к югу от Голубой линии. И в пределах зоны операции ЮНИФИЛ еще 5 предположительно были запущены Хезболлой, при этом одна из них пересекла Голубую линию. Также в ООН заявили, что хотят добиться устойчивого завершения войны и в Украине с соблюдением территориальной целостности страны, а не вести дискуссии о том, кто несет ответственность за начало конфликта. Сегодня мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщила, что связанное с конфликтом насилие в Украине в мае привело к гибели как минимум 274 мирных жителей
и ранением 1763 человек. По их данным, это больше, чем в любой другой месяц за последние 4 года. Миссия заявила, что основной причиной высокого числа жертв в мае стало применение Российской Федерацией мощных видов вооружения в городских районах. Сегодня Владимир Путин вновь заявил следующее. Именно НАТО развязало войну. Мы не начинали боевые действия с началом этой специальной военной операции. Как на это ответил бы генеральный секретарь? Послушайте, генеральный секретарь очень четко высказался, когда началась эта фаза конфликта, когда мы увидели, как российские войска пересекли границу Украины. Наше внимание сосредоточено не столько на происхождении войны, сколько на том, чтобы обеспечить ее завершение таким образом, который будет устойчивым, признающим территориальную целостность Украины и соответствующим всем релевант резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Директор национальной разведки США Тулси Габбард, которая еще 3 недели назад заявила о намерении уйти в отставку, напоследок опубликовала доклад о более чем 120 лабораториях по всему миру, получавших американское финансирование для исследований биологических патогенов. В документе отдельно упоминается Украина, и это уже вызвало политический скандал в США, Украине и России. Документы из американского отчета не содержат доказательств разработки биологического оружия. Речь в них идет о гражданских лабораториях, занятых рутинной диагностикой опасных заболеваний, ветеринарной безопасностью и эпидемиологическим контролем. Более того, в материалах упоминаются риски российских дезинформационных кампаний вокруг темы биолабораторий. Впрочем, без курьезов не обошлось. Вполне в традициях шуток о знакомстве американцев с географией Киев на карте оказался в районе Умани, Харьков в районе Сум, Чернигову исковеркали название и поместили недалеко от Хмельницкого. Крым и Закарпатье вовсе обозначены как отдельные населенные пункты. Руководитель исследовательского проекта Bellingcat Христо Грозев уже высказал мнение, что публикация фактически подарила Кремлю повод для начала новой информационной спецоперации, связанной с распространявшейся российским Минобороны волной дезинформации об украинских биолабораториях и боевых комарах. Один из авторов этой теории заговора, начальник российских войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, был ликвидирован в декабре 2024 года. С тех пор эта тема России больше не поднималась до упоминания в отчете Тулси Габбард украинской системы ветеринарного и эпидемиологического контроля. Такие, к слову, существуют во всех развитых странах, включая ЕС, США и Россию. Свой пост автор доклада покидает 30 июня. Топливный кризис в России расширяется. Дефицит бензина фиксируют в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и на юге страны. В Краснодарском крае жители жалуются на нехватку АИ-92 и АИ-95, очереди и перебои с поставками в Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе. Власти говорят об ажиотаже из-за спроса, но признают проблемы на небольших АЗС и перебои с логистикой. Ранее дефициты и ограничения уже фиксировались в Крыму. На этом фоне в крупных городах действуют лимиты на заправку до 20-25 литров, а цены продолжают расти. АИ-95 местами до 79 рублей. В Петербурге АИ-100 почти 100 рублей за литр. СМИ отмечают, что кризис развивается на фоне украинских ударов по нефтяной инфраструктуре, включая НПЗ и топливные терминалы, что усиливает перебои с поставками по всей стране. Анджела Игл назначена министром безопасности Великобритании. Ее предшественник Дан Джарвис накануне получил пост министра обороны в рамках серии перестановок в правительстве Кира Стармера после нескольких отставок на фоне внутреннего кризиса. Игл – опытный британский политик, многолетний депутат парламента от лейбористской партии. До этого она работала в команде оппозиции, где фактически дублировала работу министров, следила за решениями правительства и публично критиковала их, предлагая альтернативные подходы. Такой формат в Великобритании называется теневым кабинетом. Это команда политиков, которые готовятся заменить действующее правительство и отвечают за отдельные направления политики. В разные годы Игл занималась вопросами экономики и внутренней политики и известна резкими выступлениями в парламенте по социальным и финансовым вопросам. Король Великобритании Чарльз III посетил военнослужащих 1-го батальона Гренадерской гвардии на военной базе в Олдершоте в преддверии традиционного парада «Вынос знамени». Монарх пообщался с солдатами, осмотрел вооружение, принял участие в церемонии награждения и лично вручил премию командира роты. Во время визита Чарльз III также повысил в звании 3 военнослужащих батальона и сделал памятные фотографии с личным составом. Именно Гренадерская гвардия примет участие в торжественном параде «Вынос знамени», который пройдет в Лондоне 13 июня. Парад ежегодно проводится в честь официального дня рождения британского монарха.
Хотя фактически день рождения Чарльза III приходится на 14 ноября, государственные торжества по традиции проходят летом, когда погодные условия позволяют провести масштабную церемонию с участием военных подразделений и членов королевской семьи. Куба объявила пакет экономических реформ, направленных на расширение участия частного сектора и привлечение иностранных инвестиций. Об этом заявил президент страны Мигель Диас-Канель. По его словам, власти намерены смягчить ограничения для негосударственного бизнеса, ускорить одобрение проектов малого и среднего предпринимательства и упростить доступ к финансированию. Реформы также предполагают новые механизмы для инвестиций в туристический сектор и недвижимость, включая привлечение новых игроков на фоне ухода ряда международных компаний под давлением санкций США. Кроме того, правительство планирует упростить правила для иностранных инвесторов и расширить участие кубинской диаспоры в экономике страны. Для негосударственных форм управления запрещенные виды деятельности будут ограничены, то есть они смогут работать с максимально широким спектром возможностей и осуществлять как можно больше видов деятельности. Все это в рамках четких правил и закона. Также будут расширены возможности участия в капитале. Сейчас проводится процесс с полной решимостью максимально быстро утвердить все те проекты, которые были в ожидании как государственные, так и негосударственные, которые представили свои проекты или корпоративные цели и не были утверждены. Также существует видение в отношении туризма. Учитывая ограничения, с которыми сталкивается туризм, мы должны двигаться к новым моделям с новыми участниками в туристической сфере, чтобы использовать всю имеющуюся инфраструктуру. Сейчас нельзя думать только в категориях крупных сетей, когда многие из них под давлением правительства США ушли из страны. В том же ключе рассматривается и сфера недвижимости. То, как мы управляем бизнесом в сфере недвижимости в рамках туризма, с новыми моделями и с другими участниками, которые ранее не были традиционно представлены в этих сферах. Также предусмотрен набор мер для стимулирования прямых иностранных инвестиций. Это касается прав на землепользование, снятия барьеров, использования банковских счетов, сроков утверждения прямых иностранных инвестиций и оперативного реагирования. В рамках этих инвестиций также выделены две особые формы участия кубинцев, проживающих за рубежом и находящихся на Кубе. На фоне усиливающегося давления со стороны Вашингтона и ухудшения энергетической ситуации в стране, власти Гаваны называют реформы попыткой адаптировать экономическую модель к новым условиям. США заявили о ликвидации лидера венесуэльской преступной группировки Трен де Арагуа в результате военной операции, о которой сообщил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его словам, удар был нанесен по его распоряжению Южным командованием США в рамках кампании против транснациональных криминальных структур. Трамп утверждает, что операция была проведена быстро и эффективно и стала частью борьбы с наркокартелями. По моему указанию, командование Южного командования США провело быстрый и смертоносный кинетический удар, в результате которого был успешно уничтожен Ниньо Герреро, печально известный лидер Трен де Арагуа, одной из самых кровавых террористических организаций на планете. До моего возвращения в должность Джо Байден открыл нашу южную границу для миллионов нелегальных преступников и позволил этой иностранной армии безнаказанно калечить и уничтожать американских граждан. Во время моей кампании я пообещал изгнать этих монстров из нашей страны и добиться справедливости для семей их жертв, включая 12-летнюю Джоселин Нунгарай, 22-летнюю Лейкен Райли и множество других прекрасных душ. Этой операции вооруженные силы США принесли возмездие им, их семьям и их близким. В начале моей администрации я выполнил обещание, объявив Трен де Арагуа иностранной террористической организацией, депортировав тысячи преступников и начав войну против картелей, которые долгое время воевали против наших граждан, пока слабые лидеры оставляли Америку беззащитной. Эта операция была тесно согласована с нашими друзьями в Венесуэле, с которыми мы очень хорошо сотрудничаем. В результате террористы Трен де Арагуа больше не имеют безопасного убежища ни в Венесуэле, ни где-либо еще, и под моим руководством мы будем находить этих жестоких убийц и наркобаронов в любое время и в любом месте и отправлять их в глубины ада, где им место. Бог благослови Америку, президент Дональд Трамп. В свою очередь, Пентагон в публикации в соцсети X подтвердил факт операции, заявив, что удар был нанесен по объекту группировки Трен де Арагуа при взаимодействии с партнерами в регионе. При этом ведомство также заявило о гибели ее лидера. Власти Венесуэлы ситуацию не комментировали. Ранее на этой неделе Министерство войны США в полном взаимодействии с венесуэльскими силами безопасности провело кинетический удар по объекту Трен де Арагуа в Венесуэле. Основатель и лидер ТДС Эктор Рустенфорд Герреро Флорес, известный как Ниньо Герреро, был подтвержденно ликвидирован в ходе удара.
Операция подчеркивает совместную приверженность США и Венесуэлы борьбе с наркотеррористами и лишению их любых безопасных убежищ в нашем полушарии. Мы продолжим тесно работать с партнерами по безопасности, такими как Венесуэла, а также странами-участницами коалиции по борьбе с картелями в Америке, чтобы вести борьбу с нашими врагами. Федеральный суд в Вашингтоне отказался удовлетворить просьбу администрации Дональда Трампа о временной приостановке решения, которое предусматривает удаление его имени из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Судья Кристофер Купер оставил свое постановление в силе на время рассмотрения дела апелляционной инстанции. Ранее суд пришел к выводу, что переименование учреждения, созданного как мемориал 35-му президенту США Джону Кеннеди, относится к полномочиям Конгресса. Администрация Трампа уже обжаловала это решение в апелляционном суде округа Колумбия. Тем временем рабочие уже начали убирать имя президента США Дональда Трампа с фасада Центра Кеннеди в Вашингтоне. Работы начались поздно вечером в пятницу и продолжились в ночь на субботу, закрыв здание строительными тентами и лесами и начав демонтаж букв с вывески. Сейчас этот тент — это, знаете, типичная история Трампа. Все закрыть, не дать публике увидеть, как его имя исчезает с его же проекта тщеславия, который он создал. Но американский народ сильнее, лучше и выше этого. Имя будет снято, и восторжествует справедливость. Конгресс Соединенных Штатов — единственная структура, которая может изменить название. Это не проходило через Конгресс. Это незаконно. Другой суд отказался блокировать проведение турнира UFC на территории Белого дома. Федеральный судья отклонил иск двух жителей Вашингтона, которые требовали запретить мероприятие, утверждая, что администрация Дональда Трампа не получила необходимого разрешения Конгресса. Турнир UFC Freedom 250 запланирован на 14 июня и приурочен к празднованию 250-летия США. По плану бои пройдут на южной лужайке Белого дома в специально построенной 28-метровой конструкции с октагоном внутри. Истцы заявляли, что спортивные соревнования на этой территории запрещены законом и что события носят коммерческий характер. В администрации Трампа возразили, что заявители не смогли доказать, какой ущерб им может нанести проведение турнира. Сборная США уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира, обыграв Парагвай со счетом 4-1. Главным героем встречи стал нападающий Фаларин Балагун, оформивший дубль уже в первом тайме. После финального свистка американские болельщики устроили настоящий праздник возле стадиона в Инглвуде. Пели, танцевали и фотографировались с копией Кубка мира. Многие называли матч одним из лучших спортивных событий, которые им доводилось посещать. Несмотря на разгромную победу, тренерский штаб США получил повод для беспокойства. Лидер команды Кристиан Пулишич получил повреждения по ходу встречи. Насколько серьезна травма и сможет ли он сыграть в следующем матче, пока не сообщается. Боже мой, это было настоящее удовольствие. Все было просто отлично. Это именно то, чего мы ждали. Они оправдали ожидания. Я так горжусь ребятами. Давно не видели побед, так что приятно видеть, как ребята показывают класс. А все эти голы просто супер, со стороны это выглядит просто потрясающе. Я просто невероятно рад быть здесь. Это действительно очень весело. Все отлично организовано. Обязательно вернусь на следующий матч. Поражение сборной Парагвая в первом матче чемпионата мира вызвало разочарование среди болельщиков в Асунсьоне. Для парагвайцев это первое участие в Мундиале за 16 лет, поэтому ожидания были высокими. Несмотря на неудачный старт, фанаты сохраняют надежду на выход из группы, отмечая, что впереди еще 2 матча против Турции и Австралии. Честно говоря, было заметно, что на ребят давило напряжение. Видно, что поездка в США повлияла на их игру. Когда играешь на стадионе, где 70 тысяч зрителей, это, конечно, совсем другое. Американцы, если честно, сыграли очень хорошо. Возможно, мы их немного недооценили. Но это вещи, которые нужно доработать. По ходу турнира команда будет это исправлять. Думаю, пока мы выступаем не так уж плохо. Честно говоря, комментариев по матчу немного. Вратаря нужно срочно менять. Извини, Орландо Гиль, но Гастон Альвейра лучше. Вот и все. Больше сказать нечего. Я очень горжусь Парагваем и тем, чего мы уже добились. И я знаю, что мы способны на большее. Впереди еще 2 матча. И я уверена, что мы выйдем в 1/8 финала. Мы обязаны выйти в плей-офф. Чемпионат мира 2026 года впервые проходит сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Турнир принимает рекордное количество городов, а сборная США является одной из стран-хозяек соревнований. Следующий матч американцы проведут 19 июня в Сиэтле против сборной Австралии.